Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Спорт с Вадимом. Мы с вами продолжаем рубрику «Легенды спорта и боевых искусств». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о Стивене Сигале. Погнали! Стивен Фредерик Сигал. Американский актер, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссер, музыкант и мастер айкидо седьмой дан. Философия Сигала в преподавании айкидо простая. Это должно быть эффективно на улице. Стивен Сигал родился в городе Лансинг, штат Мичиган, 10 апреля 1952 года в еврейско-ирландской семье. Ефрем был отец мальчика, работавший преподавателем математики. Мать имела ирландские корни. Бабушка и дед актера по отцовской линии когда-то жили в Санкт-Петербурге и затем перебрались в США. Их настоящая фамилия звучала по-другому – Сигельман. В целях безопасности и для благозвучия эту еврейскую фамилию они решили сократить до Сигал. Свою восточную внешность мальчик унаследовал от деда, национальность которого установить не удалось. Однако в семье этого человека называли монголом. Есть версия, что на самом деле дед знаменитого актера происходил из бурят или калмыков. Стивен был вторым ребенком в семье. У него есть старшая и две младших сестры. Как-то мальчику исполнилось 5 лет. Сигалы переехали в Фуллердон. Родители считали, что настоящий мужчина должен уметь постоять за себя. По этой причине Стивен с раннего детства занимался в секции карате. В подростковом возрасте он был большим забиякой, участвовал в каждой городской драке. Вполне вероятно, что неуемный характер Сигала и умение хорошо драться завело бы его далеко. Но тут в его жизни появился замечательный человек – Кёси Изисаки, мастер айкидо. Это был старший преподаватель школы Айкигай, расположенной недалеко от Лос-Анджелеса. Сигал стал учеником этой школы, где совсем скоро проявил свои незаурядные способности. Когда юноше исполнилось 17 лет, он отправился в Японию с целью совершенствования спортивных достижений. В 22 года он становится обладателем первого дана. Через год молодой человек открывает в Японии додзё. Так в этой стране называют школу айкидо. Над философией преподавания восточного боевого искусства молодой американец долго не мудрствовал. Он обучал своих подопечных тем приемам, которые были эффективны в уличных драках. Сигал был первым американцем, открывшим в Японии додзё. В 1982 году в Японии Стивен Сигал впервые попал в кинобизнес. Это случилось в Киото. Знаменитый мастер кендо Оноха Иторо пригласил Сигала на съемки фильма «Вызов» как эксперта по японскому фехтованию. Стивена Сигала попросили поставить несколько сцен боев на мечах катана и провести своих учеников из тенсин додзё для массовок. В ноябре 1986 года Эндрю Дэвис снял 5-минутную пробу, в которой были Келли Леброк и Стивен Сигал. Руководству кинокомпании Warner Brothers она понравилась,
и оно захотело, чтобы Стивен Сигал продемонстрировал, что он может им дать. Поэтому в 1987 году Овиц организовал в студии демонстрацию айкидо для сотрудников из числа руководящего состава Warner Brothers. Для этого в одном из пустующих съемочных павильонов расстелили татами. Демонстрация длилась 10 минут, и в ней участвовали Стивен Сигал, Мацуока и Крэг Тан, своим размером и физическими формами превосходящие Сигала. Демонстрация оказалась яркой и динамичной. Овицу перезвонили практически немедленно и сказали, что будут снимать сиквел в фильме «Над законом». С очень скромным бюджетом в $7 миллионов фильм «Над законом» оказался очень успешным. Он собрал более 30 миллионов. Несмотря на то, что только в первом фильме сиквела его героя зовут Нико. Многие следующие фильмы с его участием выходили в пиратском прокате с подзаголовком «Нико», «Нико 2», «Нико 3» и так далее. В 1993 году была закончена подготовка к съемкам фильма «Человек чести». Но после первой недели съемок фильм был остановлен. Джо Рот ушел из компании, и фильм не смогли финансировать. Стивен Сигал заплатил более $1 миллиона зарплаты работникам из своего кармана. Дебют Сигала как режиссера не состоялся. В 1998 году Стивен Сигал углубился в буддизм. В монастыре Бальюл достопочтенный лама Пема Норбу Ринпоче признал Сигала реинкарнацией знаменитого тибетского учителя Чортена Торча. Но для этого Сигал должен был перестать сниматься в фильмах, где присутствует насилие и смерть, что он и сделал, разорвав контракты на съемки нескольких фильмов. В 2003 году Сигал приступил к съемкам давно задуманного фильма о Японии, в котором он использовал часть своей биографии. Главный герой фильма, всю жизнь проживший в Японии, изучавший ее культуру и нравы, обучавшийся различным видам боевых искусств и ставший впоследствии правительственным агентом, был привлечен к операции по нейтрализации кланов якудза, ответственных за убийство премьер-министра. Фильм вышел в прокат в 2004 году. Принял участие во втором международном кинофестивале экшн-фильмов «Астана», который прошел с 1 по 5 июля 2011 года в Пирамиде. По красной дорожке прошлись звезды жанра экшен из Голливуда, России и Казахстана, в том числе Стивен Сигал, Арман Асанте, Майкл Мэтсон и Мишель Родригес. По состоянию на август 2015 года Сигал работал в качестве аналитика в фонде Legg Mason. 12 января 2016 года Стивен Сигал получил почетное гражданство Сербии. 3 ноября того же года был принят в гражданство Российской Федерации. Стивен – очень заметный мужчина, у которого не было недостатка в обожательницах. Его первой супругой стала японка Мияко Фуджидани. Вскоре в молодой семье появились дети – дочь Аако и сын Кентаро. Мастер был женат, как-то встретил Адриан Ларусу, актрису и модель. Это не помешало ему вступить во второй брак. Правда, через некоторое время двоеженца разоблачили.
второй брак был аннулирован. С первой женой тоже пришлось развестись. Вскоре появилась третья супруга, красавица Келли Леброк. В семье родилось 3 детей. Но Келли не захотела полностью посвящать себя семье. Начались разногласия. Последовал развод. Актер женился в 4-й раз на няне своих детей, Арисе Вульф, которая была младше его на 26 лет. В семье родилась дочка, которую родители назвали Саванной. Сейчас актер женат в 5-й раз. Его избранницей стала монголка Эрдене Туяо Пацук, подарившая звезде сына Кунсана. У меня на этом все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите в комментариях, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал Спорт с Вадимом. Всем пока!